Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардио, это рубрика «Комментирую игру» моего подписчика. И сегодня у него подписчик под псевдонимом Найт. У него, кстати, прикольный такой никнейм, и у него, я там смотрю, что так необычно он написан. По поводу своего ранга он не написал, но, соответственно, я надеюсь, он в комментариях напишет свой текущий ранг, а мы, соответственно, будем судить из этой каточки, какой у него ранг. Правильно? Правильно. Давайте сыграем с вами в такую вот игру. Вы напишите в комментариях, какой у него ранг, судя по его игре. Правильно? Правильно. Все, ребята, работаем. А еще я хочу, кстати, напомнить. Последним временем на канале стало очень мало лайков. Кстати, там чел уже проиграл мобам на первом раунде. Интересный типочек. Как он так умудрился, походу, либо вылетел, либо, хотя он не вылетевший показывает. Короче, не суть-то важно. В общем, ребят, стало мало лайков на канале. Соответственно, что правильно? Я от вас жду следующее. Максимальное количество лайков и максимальное количество комментариев от 3 слов. Для чего это мне нужно? Да для того, чтобы ролик продвинулся в рекомендации, тренды, и, соответственно, это, скажем так, будет благодарность для меня. Потому что мне, на самом деле, очень приятно, когда много комментариев, когда много лайков. Ну, кому бы не было приятно, правильно? Когда у вас много лайков и много комментариев. Да всем приятно. А так как меня смотрит много-много-много людей, мне бы хотелось много-много-много лайков. Ну, я вижу, он тут уже на скиллухе работает. А зачем? А зачем ты сразу апнул его в 2 звезды? Почему ты сразу, не забудил монетку? В чем прикол? Не понял. Вот этот вот момент надо, чтобы он пояснил в комментариях, почему он апнул сразу гоблина-убийцу в 2 звезды, а не забузил с него еще одну монетку. Этого я сейчас не понял. Он тупо только что провтыкал одну монетку. Как бы не критично, но зачем? Почему? Кто-то понял? Я не понял. Ну ладно. И, ребята, хочу напомнить, знаете, минуточка рекламы моего телеграм-канала, что там конкретно происходит. Во-первых, ребят, я там пишу по обновлению этой игры. Во-вторых, у меня там есть чат комьюнити. В-третьих, я веду свой небольшой личный блог, но не спамлю, не подумайте. Спама там никакого лишнего нет, никакой рекламы и тому подобное. Там все четенько, все прекрасно, все замечательно. Поэтому присоединяйтесь, не стесняйтесь, подписывайтесь, потому что и там я хочу достичь 1000 подписчиков. Вот. И тут же, ребят, на YouTube тоже подписываемся, не стесняемся, потому что я хочу достичь 5000 подписчиков, а губа не дура, соответственно, хочу лямчик достичь. Поэтому лямчик подписчиков мы можем спокойно сделать. Ребята, да, я знаю, что мы можем, поэтому что правильно? Знаем так, как рейнджеры, объединяемся, или как трансформеры, объединяемся в кучу вот эту вот всю. Ставим лайков, кучу, комментариев, кучу, и все, и погнали. И да, ребят, забыл свою фразочку сказать. Всем приятного просмотра. Кто, соответственно, смотрит, приятного аппетита. Кто кушает, кто засыпает, приятных снов. А кто работает, хорошего дня. Но так как ролик выходит в 6 часов вечера, я думаю, лучше сказать хорошего всем вечера. В общем, давайте вернемся к каточке. У меня до сих пор вопрос из головы не вылетает, зачем он именно так сделал. Ну ладно. И, кстати, почему предметы первого тира сразу не взял? Типа не попробовал, не посмотрел. Либо не определился с билдом, либо не знаю. Кстати, хорошее вот это вот решение поставить 2 орков-шаманов. Потому что Пак, он на самом деле такой юзлес герой на старте. Да и в целом он юзлес герой на самом деле. Типа, не знаю, как-то Пак мне вообще как-то не благоволит в целом. Не знаю. Ну, не знаю, как-то он мне не нравится. Ой. У него 2 типа я здесь вижу. Вылетела в катке. Это чисто такая, знаете, каточка будет на лайте, судя по всему, раз они вылетели. Держится хорошей экономики сейчас, у него хороший стол, довольно-таки мощный. Не скажу, что прям идеальный. Антимага у него нету, но если бы был, то каточка не была бы такой интересной, потому что антимаг бы сделал ему легчайшую игру. Манки Кинг такого не делает, как, вот, допустим, антимаг. И, ребят, если вы не смотрели 2 вчерашних... Ну, получается, вчерашних, вчерашних, либо позавчерашних. Я просто не знаю, когда выйдет данный ролик. Может, он выйдет через день, либо же на следующий день. Короче, не знаю, когда он выйдет. Либо через день, либо же на следующий день. Вот так вот. Поэтому, если вы не смотрели мою каточку на Террорблейде, вот так вот скажу, то обязательно посмотрите эту каточку, потому что там я показываю, насколько это не имбовые герои. Что антимаг, что Манки Кинг. И не думайте, это играю не я на антимаге, либо же Манки Кинге. Вот так вот. Вот так вот. Поэтому что правильно? Мы открываем ролик с Террорблейдом, накидываем туда лайки, смотрим, наслаждаемся каточкой, наслаждаемся максимальным скиллом. Я бы, кстати, на его месте продал бы этого Пака в моменте, вышел бы в 10 монет. Но это не особо критично. Просто Пак, он, ну серьезно, ты на него смотришь, это...
Это хрень полнейшая. И вот там у него есть стрентуха, я бы лучше стрентуху взял. Либо же Абаддона. Абаддон дал бы больше, чем этот пак. Типа, два вот этих персонажа, они юзлес. Но он сидит в 10 монет. Но у него здесь есть вариант, что он может здесь спокойно играть, соответственно, на винстрике. Кстати, один чел вернулся в бой. Он там в бой вернулся с винстриком 3 единицы. Окей. Ну, короче, как по мне, странный такой выбор. Странный выбор персонажей. Ну, посмотрим. Ну, так как я так понимаю, взял он пак, он хочет здесь сыграть через мага дракона. Ну, вот, судя по всему. А вот, кстати, взял бы друида, уже бы апнул инчу. Не факт, конечно, чтобы этому инчу, ну, инча апнулась бы. Точнее, не факт, что ему инча бы пришла. Вот так вот лучше сказать. Но все же. Мог взять друида. Тот же самый тренд. Дал бы отхил. Была бы сильнее стенка. Ну, ладно. Что-то у него тут челы, кстати, часто вылетают. Ну, кстати, у топчика на первом месте 31 монетка, 100 хп и еще и винстрик сверху. Мне вот интересно, что у него за стол. И, кстати, редко чекает столы противников. Я бы на самом деле здесь чекал. А, вот чекает. Ага, там один чел полностью на лустрике играет. Но у топчика не совсем огромный стол. Не знаю, каким образом он там живет. Так, отлично. Вот и проиграл. Вот и проиграл он. Да. А лондруида бери. Это имба со старта, бери. Этот Мишаня лучше, чем вот эта вот жрица. Бери имбу. Там Мишаня наводит вижу, у него куча урона с руки. У него есть такой момент, что может корни вылететь с этой панды. Ну чего ты не берешь? Ну это шамбулька, она и как стенка, и как дополнительный юнит. Ты бы мог попробовать найти рог первого тира и увеличить скорость атаки. Ай-яй-яй. А вот Мишаня мог бы в такой момент ему как бы помочь очень жестко. Просто бы появился Мишаня, который бы решал бы многие его вопросы. А так сейчас он тупо откиснет. Вместо этой бесполезной жрицы первого уровня бы поставил и сохранил бы себе винстрик и честь. Если он сейчас выиграет этот раунд, я в шоке буду. Не, все, заканчиваем. Заканчиваем вот этот цирк. Сейчас кабанчик ему устроит. Но я бы удивился, если бы он с такой жрицей бы выиграл бы этот раунд. Но он тупо подарил винстрик молодому. Кунка. Вот кунка это хорошо. Берем кунку, естественно. Я, кстати, внимание не обратил на какие там реликвии со старта. Надо было обратить внимание, но я что-то не обратил внимания. Баф людей, конечно, ставь. Да. Вместо Джаггера, отлично. А чё в кунку? У тебя таргетный урон там огромный. Лучше, чем массовый урон от кунки. Чисто ЦМ-ку в жертвоприношение приносит. Эх, не знает он потенциал этой ЦМ-очки. Чисто палочку берет на 10% урона. Окей, смотрим дальше. Еще один кунг. Это чё? Дядя, успокойся. Мамора! Давай кунгу в 3 звезды. На самом деле здесь есть два варианта. Он может Касускола взять. У него сильный стол. Он может идти на победках. А если попадется ему чел, который там с винстриком, он, соответственно, еще ему винстрик может сбить. Потому что там чел не особо сильный. Бери косу. Но только не юз... Ну, ладно. Окей. Я бы, на самом деле, на его месте сейчас бы не юзал. И я бы вот этого гоблина-убийцу поменял бы лучше на кунку. 2 АОЕ стана, 2 АОЕ дамага, как раз то, что доктор прописал. Плюс они плотные у него. Гоблин-убийца может такого импакта не внести, как хотелось бы. Непонятно какой-то билд пока что, ну ладно. По итогу все равно эльфийскую волшебницу продал. Надо было раньше продавать ее. Только не бери уровень, иди вон... Ладно.
У него просто все было хорошо, он мог спокойно не идти в уровень. Ну, скажем так, ладно. Гоблина-убийцу надо было его поменять. Как по мне, нам 2 корабля намного лучше, нежели вот гоблин-убийца таргетную цель будет месить. Он бы мог и магов, кстати, поставить сверху, раз он уже играет через магов, но мог бы поставить 3 мага. Ладно. 3 магла. Что-то какие-то они очень странные. Чел один вылетел вообще со старта и не зайдет. Ну, знаете, ЦМ-ку я бы так, ну, не отдавал бы. ЦМ-ка все-таки неплохо ману регенит со старта. Особенно, когда нет никаких предметов на ману реген, то ЦМ-очка довольно-таки неплохо ману регенит. Очень даже неплохо. Но вот сумку Пандемена, как по мне, бездарно юзнул, потому что, ну, а толку нет сейчас. Ну вот ты ее юзнул, ты ж ничего покупать не будешь, ролить ничего не будешь. Да, тебе там что-то будет приходить, но, соответственно, ну, не факт, что это будет приходить то, что тебе надо. Ее надо юзать тогда, когда ты вот собираешься апать свои фигуры. Ну ладно. Ладно. Резак 2 звезды, хорош. Кораблик, отлично. Под сайленс. О, хорош. Вот это вот комбинация. Один чистым уроном продамажил, второй корабликом сверху накрыл. О, боги. Будет богов ставить или не будет? Он Рубика взял. Пока что. Но он хочет сыграть через мага драконов. Это уже прям видно. Интересно, будет ли его контрить? Еще такой вопрос. Я бы на самом деле на его месте взял бы все-таки лучше косу сколы. И я просто... Ну просто по вот этому вот столу можно сказать, что он очень сильный. И он мог спокойно всех побеждать, а с косой сколы он, во-первых, мог бы и винстрик сбить молодому вот этому, который ник Лаут. Мог бы ему винстрик сбить, получить кучу опыта. И в целом он по пути получал бы кучу опыта. Там от 2 до 4 опыта. То есть на своем столе ты получаешь 2, на вражеском 4, насколько я правильно помню. У него очень сильный стол. И вот гоблина-убийцу пора уже продавать. Вот молодец, гоблин-убийца. Давай, кораблик, быстрей! Был шанс, что он мог не затащить раунд. Был шанс. Такой момент был. Может, гоблин-убийца уже все? Туда? На покой? А? Может, на покой гоблин-убийца? А, ну давай. И расстановку не меняешь под мобов. Из-за этого ты можешь очень жестко поплатиться. О, меняет. Не меняет. Ладно. За такую расстановку просто можно получить в табло очень жестко. Очень много хп может потерять. Хотя сейчас они идеально прыгнули на самом деле. Но просто орк-шаман один раз кастанет свои способности, это печально. Мог бы 2 раза, примерно. О! О! Видели? В момент прыжка только что кастанул гоблин-убийца свой сюрикен. И что произошло? Правильно. Собака заеведил свой скилл. Скилл этого гоблина. Не должен затащить. Должен. Не должен здесь проиграть. Лина сейчас лагуну заберет. Отлично. Фух. Не поплатился. Это шикарно. Ну, как по мне, драконов собирать конкретно вот сразу так со старта не особо имеет смысл. Почему цимку вперед ставят? Почему? Ну, да, пора уже убирать гоблина-убийцу. Из расширенного пула Пака убрал, правильно, потому что Пака нет смысла дальше собирать. Ну, просто он реально может сейчас усилить свой стол, но вышел из инкама. Может, гоблина-убийцу все-таки продать и поставить кунку? Да и орка этого можно продать, кстати. Джиггернаута плюс 150 хп, это, конечно, вкусно, прекрасно. Ну, кстати, он проиграл. Потому что шмотку не взял. Даже не попробовал. Ладно, обидно. Обидно, конечно. Ну вот, нормально. Молнии это хорошо. 80! Сколько?
85 урона у Легион. Ого. Ого. Нормас. Очень даже нормас. Так, цемку продал, цемку купил, понял, принял. Все по моим стопам, потому что я так же самое делаю. Да продай ты этого гоблина-убийцу, поставь жакунку. 2 корабля лучше, чем 1. Это 2 огромных АОЕ дамага. Эх, миндальная связь сегодня не работает. Сегодня миндальная связь... Кстати, фулл гоблины пришли. Сегодня миндальная связь стоит не в той... Ну, Венера там не... Там Юпитер не в той фазе стоит и тому подобное. Короче, Луна не в той фазе. Вот это вот все не в той фазе, короче, сейчас находится. Поэтому миндальная связь сегодня слабовата. Интересно, после 3-го тира он будет искать? Омник. Кстати, можно баф фулл людей сделать. У него, на самом деле, у него сильный стол, и в действительности он может сделать фулловый баф людей. А фулловый баф людей даст ему кучу опыта и всего остального. Эх, я вот смотрю на вот этого вот гоблина-убийцу, и я его хочу продать. Я его хочу продать. Ну это хрень полнейшая, то, что ты сейчас поставил его. Ну, тут очень какие-то слабые столы у ребят. Ну, это чел, который вылетел, естественно, но все же. Только переключись обратно на дамаг, потому что сейчас не будет показывать дамаг, по-моему. Если поставят баф фуловых людей, будет вкусно. Очень вкусно будет. Давай, продавай Джаггера. Ставь еще одного кунку. И возьми 8-й. Да. Зачем? Ну, баф драконов, он же сейчас у тебя слабый. Он тебе вообще почти ничего не дает. Только пак у тебя кастует и отхил кастанется. Ну, зачем тебе? Продай Джаггера. Оставь драконов, продай Джаггера. Миндальная связь. Продай Джаггера, он бесполезный, бесполезный Джаггер. Продай его, продай миндальность. Да, ты на него... Нет, продать надо, не подвинуть, а продать. Очень странная расстановка, кстати. Ну, вот импакт, ой, вот импакт пака. Если что, пак с флоу маной был. За 0 монет продался. А продал бы Джаггера, было бы 50 монет. Котел. Котел. Он реально может фулл баф людей собрать? Он уже может поставить фулл баф людей, кстати. Но тогда ему придется пожертвовать немножко слотами. Правильно, что он может? Раз, два, 3, 4, 5 плюс волшебники. Ну да, может спокойно. Еще и орка-шамана может оставить. Разорчик, это отлично, кстати. Не будет людей, это плохо. Может, ну тут все слабые столы, которые он спокойно переезжает. Ну не обузит. Ну ладно, не обузит, так не обузит. Больно-то и хотелось. Все реликвии. А зачем мета? И мету юзну заранее зачем? Вот так вот мету не юзайте никогда в жизни, ребят. И мету вот так вот не берите, когда у вас 88 хп. Мета юзается, во-первых, только тогда, когда у вас, во-первых, мало хп, но где-то меньше половины. Либо же у вас есть безысходность, и мета юзается только в том случае, если мета... Короче, мету надо юзать тогда, когда вы выиграли раунд.
Только тогда. То есть в момент, как вы видите, что вы побеждаете этот раунд, вы, соответственно, включаете мету. Но заранее мету никогда никто не включает. В этом нет смысла. Вот сейчас ему, допустим, придет топчик, вынесет его, и мета просто на один раунд сгорит. И что делать потом? И мета на 88 хп, это, ну, бред. Полный бред мета, типа. 2 хп, 0 хп восстановил. А на фулл людях бы он спокойно мог бы взять и 12 в этой катке, потому что что-то как-то противники у него очень слабые там. У меня аж глаз зачухался. То есть, смотрите, на 10-м раунде взял бы косу, так как у него в действительности стол намного сильнее, чем у его противников, он мог спокойно себе выйти на уровень огромный с помощью этой косы. А сумка Пандамана, так она и не реализовалась, судя, ну вот как мы видим. Потому что он не ролился. Сумка Пандамана юзается только тогда, когда вы уже ролитесь, и вы находите конкретные фигуры, для того, чтобы их апнуть по минимуму, ну по минимуму прям. С минимальными потерями со своего инкама. Только в таком случае. Ну иначе... Может, это тебе подсказывает, что нужно сейчас поставить двух кунг, а? Хорошо. Хорошечно. Почти фуловый баф людей. Почти. Поставь Лину. А, Лина стоит. Вот. 5 драконов поставил, но лишился 6 магов. И я бы так не рисковал, наверное, на самом деле. Надо посох 3-го тира. Без посоха 3-го тира это будет полное Г. У него уже есть предметы, которые он, кстати, может попробовать рольнуть. Посох 3-го тира нужен. Маги не будут дамажить без посоха 3-го тира. А если еще и контрить будут, то это ГГ. Ой, кораблик. На самом деле кораблик хорошо кастанулся. Я думал, он кастанется сейчас туда, в самый край стола. Если бы он кастанулся в самый край стола, это было бы орно. Я бы сразу оценил этот импакт. Давай Джакира уже достанешь сейчас. Свен. Оу май. Отказался. А собаку возьмем? Может, возьмем собаку, поставим 6 людей, а? Ну, может быть, давай собачку возьмем, а? Купи собачку. Собачку купи. Хочу увидеть собачку. Купи собаку. Помоги приютам, купи собаку. Ну, не купи, забери собаку в данном случае. Ну, в его случае купить собаку надо. Так, корабль полетел. Бэ! Надо на 25-м раунде, чтобы ему упал сейчас посох 3-го тира. Короче, бафа 6 людей мы, ребят, сегодня не дождемся. Дождемся? У него там легионка есть, если что, он мог легионку тупо купить, сейчас поставить. Ладно. Как говорится, хозяин барин. Но, кстати, Мьёльнир бы я перекинул бы в Лину. Потому что Лина, когда разгонится, она будет наваливать, будет здоров под скоростью атаки. Кстати, я тоже сыграю с вами в игру. Я постараюсь угадать его ранг. Соответственно, в конце. Я буду судить чисто по игре. Мейлшторм, это жалко, что он не отдает, конечно, сейчас в Лину. Типа, Лина бы сделала очень много. Энигма. Хорош. Мог бы и дальше сидеть, кстати, через баф людей. Просто разор убрать. А чё по предмету 3-го тира? Все хрень, надо скипать. Не, ну Кристалл Божьего Посланника еще норм, но я бы его скипнул. Такая, ну, реликвия Г. У тебя куча предметов, которые надо скипать уже. Уже надо скипнуть. У тебя есть как минимум
Сколько? Раз, два, три, четыре. 4 предмета, которые ты можешь скипнуть. Они тебе вообще не нужны. И мать насекомое тебе тоже не надо. Но если он сейчас дрянь какую-то стырит, то что ты будешь делать с этим кристаллом? Надо рисковать посох третьего тира искать, если ты хочешь играть через магов. Типа, сейчас если... Ну, полная... Если сейчас полная коричневая что-то найдет, то все это. Вот что он сейчас за способность стырил, мне аж интересно. Покажи. А, хил жрицы стырил, понял. Ладно, импакт есть. Хил жрицы стырил. Есть отхил. Увеличил плотность своих персонажей. Хорошо. Хил жрицы есть. Шикардос. Почти 10. Кстати, на 10 уровне мог бы поставить баф фуловых людей. Он мог бы поставить просто 2 волшебников, у него был бы сейчас 10, и он уже спокойно бы выходил себе в 11 и 12, пока у него все хорошо. Просто взять уровень, выйти из инкама, как он делал до этого, и просто поставить себе сейчас баф 6 людей через волшебников. Он бы и по магам не просел, и, соответственно, по людям тоже. И у него были бы еще и фуловые драконы. Ладно. О май! 2 цветочки. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, без посоха третьего тира ему тут тупо делать нечего. Да продай вот эту тень бесполезную, поставь себе сейчас 2 волшебников и выйди в 10. Он, конечно, может забудить сейчас момент, когда у него будет 1 раунд, он получит 3 опыта, у него будет 59 опыта, он возьмет, качнет уровень, на 3 опыта выйдет в излишек и, соответственно, будет дальше апаться через 6 людей. Но без посоха третьего тира дамажить они не будут, вообще не будут. О, антимаг. Антимаг мне нравится. 2 легионочки. Ну, тут легионка, кстати, реально огромная какая-то. Вообще их не продамажу. Не, без посоха третьего тира дамага не будет. Можно забыть об этом. 235 урона у легионки. 235. Баба ягодка опять. Да, дракона одного скипаем. Но лучше, конечно, тень скипнуть. Тень, хрень. Джекиро. Хорош. Ну ладно. Хозяин барин. Но баф 6 людей, конечно, не стоит. Это плохо. Баф 6 людей поставишь? У тебя есть один излишек мага, поставь вместо этого, вместо Разора поставь Омника. Ну поставь вместо Разора Омника, я тебе говорю. Ладно, в любом случае, он здесь раунд проиграл. Но все же. Ему уже надо искать... Ух ты, ничего себе. Ему уже надо искать посох третьего тира. Не найдет посох третьего тира, это, скорее всего, будет максимальная поплава. О, инвокер. Инвокер хорошо. Баф людей поставь. На раунд с мобами поставь баф людей, говорю. Куча лишних предметов, которые уже тупо надо скипать. О, в Лину докинул, окей. Спустя 10 плюс раундов.
with one hand and hit you with another. Wanna try? Боже, как у него много предметов. Я как хочу их все скипнуть. Ему посох третьего тира надо, и все. А, ну, в принципе, да. Если ты уверен, что... Ну, я на самом деле так не уверен в его столе, что я бы лучше на его месте взял все-таки рейд ночных зверей. Если он, конечно, доживет до 35-го раунда. О, Зевс. Зевс! Вместо кого? Вместо Кунки. 9 магов почти, кстати. Кстати, птичка почти 9 магов. Ему нужен еще один уровень, и он может поставить себе 9 магов плюс драконы. И, возможно, даже если получится 12 каким-то образом взять, то он может поставить себе еще и 4 бога сверху. Но посох третьего тира ты не... Почему ты не ищешь посох третьего тира? Тебе надо посох третьего тира. Без посоха третьего тира тебя порвут, как тузик-грелку. Пора. Time to переделывать шмотки. Тебе жизни не дадут, если ты не переделаешь шмотки. Как хочешь, ищи. Nice импакт от Разора, если что. В труху только что все способности улетели. Темпларка 2 звезды. Боже. Не будет посоха третьего тира, это ГГ. Джакира идет, отлично. Джакира, правда, юзас персонаж, но пойдет. Лина. Зря, ну, в принципе, ладно, на такой стадии игры Лина сейчас мало что сделает. Надо ролиться, ты очень много хп теряешь сейчас. Хан. Есть хан. А посох третьего тира не? Нужен посох третьего тира. Хочешь, не хочешь посох третьего тира? Ну ищи посох третьего тира. Так, чел на рыцарях. Ой, я вообще удивлен, что чел на рыцарях тут играет. Но тут у него такая огромная легионка, что тут и не грех. 355 урона у легионочки, на секундочку. Ху-ху! Тупейший антимаг, который... Ладно. Логия урона, кстати, закрыл. Зевс, отлично. Яйцо давай. Давай, яйцо тащи. Давай, яйцо. Обидно. Обида, боль. Обида, боль. У него куча бесполезных предметов, которые нужно тупо ролить. Я так понимаю, там ребята его уже со счетов списали, потому что у него очень слабый стол. Маги не дамажат, пока нету посоха третьего тира. Ой, хорошо, котел закастил. Отлично. Давай в темпларочку, плюньте, плюньте все вместе в темпларочку. Давай, живи, живи, Джакира, плюнь. Там бессмертие сработало. Там Лаут выигрывает хорошо. Главное, чтобы они сейчас эту темпларку еще выкинули. В принципе, еще один раунд, и он ставит 9 магов. С 9 магами у него будет попроще. Ну, как один раунд? Еще парочку раундов, и он реально будет себе брать 11 уровень и поставить 9 магов. Придет ему Зевс, будет хорошо. Ему Зевс нужен. На мобах, я надеюсь, поставит он баф людей. Шмотки перекинут в ту Лину, и Лина накастит там хорошенечко. Хотя нет, зачем Лину? Есть же Джакира. В Джакира перекинет шмотки и все. Ваншотит этого дракончика быстро. Так, чел с цветочкой. Так, хорошо, наваливает пока что.
Ну, недостаточно, конечно, хорошо, но пойдет. 8 хп, боже. Так, чела там вылетели. Все, он в топ-3 точно зашел. Это хорошо. Баф людей ставь. Отлично. Боже, столько юза с предметов, которые тупо надо выкинуть уже. Шмотки не перекидывают Джекиром. Не верит. Он мог бы взять сейчас Хана, кстати, и поставить вместо кого? Вместо Разора, и было бы у него 4 бога. Чаще кастят, чаще больше урона и все такое. Кристалл Божьего посланника. Roses with one hand and hit you with another. 11 уровень есть, хорошо. Догончик неплохо, кстати. Хорошо. А тут переделываешь предметы. Но все равно аганима будет недостаточно. Ставь 9 магов. И 9 мага. Яйцо, отлично, Зевс. А по Зевса все предметы в Зевса. Инвокер, отлично. Все, ставь, ставь. И Зевса апай, быстро. И предметы. Давай. Фу, надежда есть. Надежда теперь есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо посох 3-го тира. Но он его и так... Он его убил. Он его убил. Еще и рапиру выбил. Еще и яйцо нашел. Wanna try? Ему нужен посох 3-го тира. Нужен. Даже в Зевса может сейчас отдать предмет рапиру, на самом деле. Хотя нет, я на самом деле бы не отдавал. Я так понимаю, они тупо все сейчас убрали... Точнее, списали его со счетов, абсолютно все. А тут он сейчас начнет камбэкать. Если там никакого магического дефа у них не будет, то все это конечное для них. И он, кстати, реально мог бы рапиру отдать в этого. О, да, давай, посох 3-го тира. Посох 3-го тира надо найти. А, у него ж нельзя, у него заблочено. Он сейчас ролить не может, ему надо посох 3-го тира. Короче, он мог бы сейчас рапиру забрать себе, потому что рапира дает этот самый, как его там. Как шут, магический урон. Плюс 40%. Затычка в 5-й точке. Но плюс 40% магического урона. Эх, жалко логи боя закрытые. Ты в следующий раз логи боя нам оставь. Кстати, Зевс, по-моему, стырил скилл Чена. О, логи боя открыл. 41 тысяча урона. Все, выносим. Минус 32 нанес. Хорош. Хорошо. Я уверен, что они тупо списали его сейчас со счетов. Там нет никакого магического дефа. И он тупо сейчас камбэкнет, даже не имея посоха 3-го тира. Но с посохом 3-го тира он бы стирал в порошок все столы. Имба. Найс способность. Скилл Рубика. Ой, скилл этого. Короче. Сюрикенчик стырил. Молодец. Зевс красава. Ставлю лайк. Усилил Dragon Knight. Это хорошая тема. У него там рапира, молнии. Скорость атаки есть. Все такое есть. Но у него сейчас хороший таргетный дамаг. У него все хорошо. Он это камбэкнет, скорее всего. Камбэкнет в топ-1. Там чел 6 рыцарей тупо собрал. Это что за олдскульная тема 6 рыцарей? Как это понимать? Бам! Как же Зевсу плевать абсолютно. И был бы у него посох 3-го тира, я говорю, катка бы закончилась еще быстрее. Минус 1. Давай посох 3-го тира найди. Чтоб конечный, скажем так, гвоздь в крышку гроба, надо найти посох 3-го тира.
Давай, ну конечный гвоздь в крышку гроба находи, посох третьего тира. Ну не ищет, ладно, окей. Почему, правда, не ищет, не понимаю. Типа, ну, ребят, когда вы играете на магах, посох третьего тира это обязательный предмет, потому что вот в таком Зевсе иметь посох третьего тира плюс агоним это разрыв. Он пробивает все. Агоним плюс посох третьего тира это равно смерть всему. Потому что он и так сейчас их уничтожает просто. Но там бы он пробивал даже 6 морских под шаром бездны. Спасало бы только БКБ. 40. Нормально. Он его только Он их сносит. Это камбэк. One hit and hit Это неожиданный камбэк. Для меня больше неожиданный камбэк. Сейчас 12 еще возьмет. Хорош. Тут, кстати, на мобов он мог бы закерить котла. Хотел бы вот эту всю толпу просто бы с одного размаха снес. А хотя, подожди, нет, без посоха третьего тира бы не снес. Там оставалось бы, поэтому лучше пока пусть все будут. Да зачем тебе тут дум? Поставь 4 богов, чтоб чаще кастили и все. И разорви им всем 5-ю точку. Но на самом деле, тут очень такие странные противники. 6 рыцарей в тупую чел играл до конца. Один на гоблина до конца играл. Вы вдумайтесь, когда вы видели гоблинов до конца игры? Я ни разу не видел в своих играх. Там Руби, кстати, стырил скилл Чена. Я-то думаю, кто сумонит. looking for me. You little monster. Да, богов найди и все. И забивай крышку гроба. Ну ладно. Пойдет. Я бы богов лучше поставил. 4 бога намного приятнее. Яичко. Мамора. Давай, Мамора. Time to use Мамора. И Джакира туда. Для красоты. Правильно. Давай, посох третьего тира ищем. Ну, крышку гроба забивай. Ищи посох третьего тира. Зачем тебе предмет 5-го тира? Что ты там будешь искать? Мьёльнир. Ну, давай бери Мьёльнир, закинем Драгон Найта. Давай, пойдет. Под магами это самое то. Вот отлично. Все, у него скорость атаки. Хорошо, все отлично. Все. Это конечное. Но посоха третьего тира нету. Это, ну... Я на самом деле удивлен вообще здесь. В целом с этой игры удивлен. Гоблины в топ-2 зашли. Обалдеть. Вы когда-то... Ну, кто... Вот напишите в комментариях, реально, кто видел, чтобы гоблины заходили в топ-2. Джакира пошел. Ой, Джакира. Драгон Найт пошел. Бам-бам-бам. Да. Если что, то ролик на этом моменте обрывается. Дальше записи нету. Почему не показал концовку игры, я не понимаю. Типа, это однозначно минус. Поэтому в следующий раз, когда будешь скидывать свою запись, то обязательно показывай концовку. Что конкретно там происходит, соответственно. Показывай столы противника, то есть кто, какие там предметы были у его противников. Но на самом деле ошибка противников в том, что они списали его со счетов. Из-за этого они проиграли. Но его ошибка в том, что у него куча бесполезных предметов лежала, которые нужно было переролить, найти посох третьего тира и порвать 7-5 точку еще раньше. Типа, он бы спокойно пробивал всех и вся. Но в целом вышло неплохо, прикольно. Я говорил, что типа давайте сыграем в свою игру и напишем, какой у него ранг. Ну, я думаю, ранг ладья 1. Или какой там? Ну вот, короче, ранг ладьи. Даже не буду говорить там 1, 2, 3. Ранг просто ладьи. Не больше, не меньше. Я думаю, ранг ладьи, все. От 1 до 9 ранг ладьи, но я не удивлюсь, если там будет ранг ферси и тому подобное. Не удивлюсь, если честно. Почему я так думаю, что ранг ладьи? Потому что, во-первых, все противники у него были слабые, никто не юзал мету абсолютно. Вы не, ну, видели мету? Там не было меты. Плюс редко чекал противников. Очень редко чекал, что у них там на столах происходит, все такое, потому что могли его законтрить. И, ну, 6 рыцарей. Топ-3 6 рыцарей. Топ-2 гоблины. Вы видели на ферзях, чтобы были хоть гоблины в топе, либо же рыцари в топе? Я не видел ни разу. Никто... Ну, короче. Тут, ну, тут... Непонятно, короче. Непонятно. В общем.
Он напишет, соответственно, в комментариях, почему не делать такие-то мувы. Мне очень интересно, почему так. Но на самом деле Зевс в 2 звезды плюс Аганимчик много ему порешали. Плюс много в чем фартануло. Выбор реликвий. Полная Г. Я уже, я говорил в течение ролика, почему это полная Г, но все же полная Г выбор реликвий. Что я скажу по себе? Ну, каточка бодренькая, интересная получилась, с эмоциями. Только вот хотелось бы реально концовочку посмотреть, все-таки, что они там собирали. Я уверен, что там полная какая-то дичь по шмоту была, потому что это реально так оно и есть. Потому что легионка меня, конечно, приколола. Вы видели легионку? Она огромедная. Огромеднейшая. В целом каточка мне зашла. Хорошая каточка, неплохая, мне понравилась. Типа, вот мой вердикт, мне понравилось. Надеюсь, данный ролик подметит его ошибки, будет мыслить по-другому немного, но то, что его никто не контрит, вообще интересно. Вот. Ну, что еще хочу сказать? Да больше ничего не сказал. Вот. Все вопросы я задал. В целом, в течение игры я прокомментировал, больше мне нечего добавить. Все как бы. Подвел итог. Мне понравилось. Я остался доволен от просмотра данной каточки. Вот. А вот что думаете вы по поводу этой каточки? Вы напишите, соответственно, в комментариях. А также, ребят, не забудьте поставить свой лайк, потому что мне нужна ваша поддержка в виде лайков и комментариев, чтобы ролики продвигались в тренды и рекомендации, потому что в действительности последним временем стало как-то мало лайков. И это прям грустно печально. Поэтому, ребят, ставим лайки и комментируем. А кто не подписан, обязательно подписываемся, потому что хочу цель 5000 подписчиков. И губа, соответственно, вы сами знаете что. Хочу 1 000 000 подписчиков. Все, ребят, работаем. И не забываем, есть телеграм-канал, в котором я пишу по обновлениям игры, веду свой небольшой личный блог, пишу, когда у меня стримы, а также у меня там самое главное чат комьюнити. Закреплена ссылочка на мой телеграм-канал в описании под видео, в комментариях под видео, и в конце этого ролика появляется QR-код. Вот он сейчас у вас появится. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!